Итак, мы начинаем подкаст номер 2. И наша тема — это история великого русского мата. Россия, русские мы. Давай, Русские вперед. Давай, мой нерусский друг, начнем этот русский подкаст. Начинай. Хороший мат, плохой мат. Все мат. Мат — тот самый запретный плод общества, к которому тянет людей. Мат нельзя считать чисто русским изобретением. Да Материться... там все покидали своих всяких... Все матюкаются, весь мир. Всех матершинников созвали, там этот сказал то все туда-сюда. Тоже не бамбум. Русские нецензурные выражения уникальны. Только в России есть полностью табуированные слова, которые можно произносить. По законодательству их даже всего 4 штуки, по-моему. Да, хуй, блядь, Пизда. пизда и что-то вот... Надо это... Надо посмотреть. извилинами пошевелить, чтобы все было. Русская брань берет свое начало от нескольких языков. Славянский, македонский и так далее. Македонские как в эту тарелку вообще попали? Типа славянский, славянский и македонский. Кто знает. Ну, Саня с прошлого видоса мы знаем, пьяный матерился, жену материл, Известный детей человек. материл, всех материл, вообще подряд. Да, не самая яркая личность в истории. В славянских общинах ребенка могли назвать лихим упырем. Ах ты мой лишенок, Ах ты упырёнок. мой Чтоб у тебя все хорошо в жизни Ёбаный было. мой. Не дай бог. Или еще хуже. Таким названием родители защищали ребенка от беды. С человеком подобного имени ничего плохого не произойдет. Более того, подобные традиции встречаются и у древних римлян. После сражения солдаты бронили триумфатора, чтобы привлечь удачу. Ах ты, сука, красавчик какой. Ну, у нас всех полководец ебучий, Так ой-ой-ой-ой-ой. ноги ему прошел этому Знатный. императору Цезарю. Драл этого, блин, полководца. Всех галы эти бегали, я их как отодрал там. Все потом сказали пацаны с копьями с района, что нормально было. На Руси был негативный мат. Материться значит ругаться по матери. Матери-земле. То есть ты не уважительно отзываешься о матери-земле, то есть исконно самой священной части русской земли, и это уже материться. Мать материться. Да, ну по факту мат это было такое своеобразное табу, то есть его нельзя было употреблять везде. Ну да, ну Да. понятно. Да. Что? Плохие В слова. конкретных ситуациях, да. Зачастую основа древней ругани — слова, описывающие половой акт или половые органы. Половые отношения. Мат вызывал стыд во время ссоры. Матами стыдили. Российский филолог Борис Успенский выделял 3 варианта главной формулы русских ругательств: осквернение земли, связи с родителями и упоминание о трясении земли. Важно отметить, что мат использовался также и на поле брани. Отсюда бранные слова. Подожди, то есть матами стыдили, то есть унижали, то есть должно быть человеку стыдно было, что он пошел на тебя, что он в твой дом пришел, что он тебе угрожает. Черт! Чтобы ему, да, стрёмно стало вообще. Когда воины выдыхались, ругательства были необходимы для быстрого воодушевления. А, это как боевой клич был. От души скандинавов, поматюкался. Да. Пошел дальше драться. То есть какие-то валькирии, древние, именно Скандинавия, вся эта история, и как их боевые кличи. Заряжались, пацаны, Да, только заряжались. матерились. Хуй, пацаны, сейчас давай. Матершки встречаются и в новгородских письменах. В Ах, 11 эти матершки, сынок. Ну что ты матершки свои выдаешь? Папа, мне уже 18 лет. В Папа 11-х заберет с подкаста. Папа сказал встретить. В 11-12 веках появились задолго до татаро-монгол. Есть популярная такая теория Да, о том, что монголы такие вот, маты произошли. да, плохие люди, которые, привезли типа нам мат, да, на Русь, но это заблуждение. Да, что эта теория опровергается не в одном случае. Как раз таки множество источников. Новгородскими письменами, которые появились гораздо раньше. Говорят, Самневский писал: «Ливонцы сосут знатно. Ох уж эти проститутки, такие классные были. Хлебом Прям не вообще. корми, дай побороться». Ливонцы, ё-моё. Как жаль, что я не живу с ливонцами. Немцы. Мат существует во всех народных языках и лексиках.
Ну И- как же без этого? Надо же как-то высказываться эмоционально. Боже. И его возникновение относят к началу патриархата, когда юноша объявлял о своем мужском достоинстве и претензии на власть. Да я ее выебу! Я то есть, её подожди, выебу. он такой на колокольню встает и говорит, типа, о, смотри, власть Вот мне. такой, вот такой. Власть мне, всю. Как? Нормально? Нравится? При этом одним из этапов такого обряда были его способность овладеть женщиной. А, то есть он, Да, о, да, второе видео. так, с колокольни, тебя овладею, базар. Вторая тема Сейчас про фемок. спущусь. Заявление о своем превосходстве давало матершиннику защиту. Ой. Ну, матершинник. У, сука. Камчатка! Прекратили! Главным хранителем скота был пес на Руси. Они охраняли стадо, но с Пёс. другой стороны позволяли напасть на стадо волками. И сами нападали на чужаков. Поэтому пес также становится объектом матерно-культурных экспериментов древних людей. Он является главным противником бога грома Перуна. А, Перун, да, бог грома. Да, да. Это правда. Но он же языческим богом был. То есть, неофициальным богом. Ну да. Ну, языческим, да. Ну, в законодательстве не писали про А него, да. языческая Русь, кого официальным сделать? Тут все не проходят по загранке. Это он не русский, по нему видно. Перун, что за Перун? Перун не русский. Мат, посвященный ему, богу, принимают кощунственный характер. Эти слова сообщают людям об осквернении матери земли. При этом псом называется собеседник. Сюда относятся выражения типа «пёс ты смердящий», «пёся твоя голова», «псина вонючая» или «сукин сын». Да, типа псина, псина, и тут сукин сын. То есть сукин сын это пес, получается, ну так, Все верно. по факту. Сука — это собака женского пола. Да. Ну да, кстати, я что-то про это не подумал. Ну не сучка же там. Сучка! Так, отсылочка к скрипу раз. Как мат стал сквернословием? Очень просто. Пришли православные персонажики А, с крестами, которые всяческими методами искореняли язычников и их традиции. Под раздачу попали и маты, которые были проявлением того самого языка. В глазах церкви матюки получили греховное значение. То есть, если материшься, то ты грешишь. Понимаешь? То есть. Да, все верно. Ну, они же хотели искоренить язычников. Вот. Ну и да, приписали каждому матюку грех. Да, Ой, там Петька, грешишь. Вот везде. Свою корову так Да. обругал, точно. Постеры православные Никакие Крест- сухарики с вином не спасут. раздавали крестики всем в подарок. Они что, сыпали их как? Всячески Как навязывали. золото, как древние римские императоры сыпали золото беднякам, так они кресты. Ну, всячески навязывали свою религию. С приходом христианства на Русь такого рода выражения своего могущества стали называть пёсьим языком. Опа. Опять пёсий язык, этот пес везде. То он там стадо Аналогия. рвет, то защищает стадо, то Да. сукин сын, пес этот, походу. Собаки имели отношение к загробному миру. Популярное выражение «дохуя» описывало очень большое скопление соболиных и куньих шкур, добытых на охоте. Это такая Да, да. отсылочка. Виталич, у меня до груди сегодня. Вот пришел я, столько соболей настрелял, ты смотри, да хуя, вот отсюда, от сих до сих, Ну, куда-то туда. знатно. Миллионы просто. Популярное общество некоторые вопросы размножения табуировало с точки зрения не только этики, но и прежде всего по магическим соображениям. Это были эмоциональные слова, подтверждающие силу физическую и духовную, которую не всегда можно было показать фактически. Мудрецы считали, что маты, не оскорбляющие богов, можно То есть, подожди, говорить, то бишь, если я скажу «блять», то это как бы еще, ок. средняя степень греха еще не до грех такой. Если я говорю Подходит. «блять, Перун», то Там эффект Будет суммирования не должен очень быть. хорошо. Плюс на плюс. Минус на минус, точнее. да. Бах, и все. И записали в грешник. Интересный фактик. Чтобы свадьба удалась, Фактик. звали деревенских, дабы обматерить небо и оградить от плохой погоды. Ёпта, это небо, пошло оно нахуй. Да, Фу, мне еще корову доить сегодня. сидишь ты такой, значит... 6 утра, свадьба.
обсуждаешь мероприятие с человечком, который за это все отвечает. И говоришь, так, дорогие мои молодожены, сколько деревенских нужно на свадьбу? Давайте, горько и пошел нахуй! Пространства будет много, 15 достаточно. Значит, завозят деревенских. Они так хорошенько обхуесосят. А их типа как агентство праздников современное. Да, Привозят на этом, на автозаке, короче. Обматерим и все. выгружают. Все обматерим. Что надо. Там они с тромбонами и в частушках небо хреначат просто. Там, пау. Более современной эпохи мат приобрел особое значение после выражения грёбаной матери. Тогда и все бранные слова объединили Сильно. под общим термином матершина. Ну это сильно уже, как бы все, что касается матери и уже отсылка к матери Святой Земле, это все святое. Все святое. То есть что-то важное в жизнях людей. Матушку нельзя. Да, Нельзя. М-м-м. Никак. Это произошло в начале 18 века. Совсем недавно. В то же Сколько? Плюс 200, плюс Плюс 200 две- минус, это как вчера было, вот я помню, с этим, с Саней Пушкиным гуляли, по Четызухе у нас это хреначили. У него котлы-то литые. Саня, кстати, был... Вернемся к этому еще. В то же время к матерным словам были отнесены слова, которые были просто бранными. Матерные, бранные. На матерных табу, на бранных они... Полутабу. Ну, типа член, да, ну, в наше время член, Более да. профессиональная Да, терминология. более профессиональная терминология, как бы. То есть, если ты говоришь бранные слова, то ты как бы не грешишь, но все равно плохо, не культурно. Неприятно. Мне неприятно находиться в такой атмосфере. А если материшься, то да, это все. Православная церковь тебя за бороду. Да. И в музей. Да. В этом определяется различие между матерными и бранными словами. Были еще и неприличные в городском обществе слова, которые в том же 18 веке стали матерными. То есть уже в эту эпоху появились какие-то новые бранные слова, которые также отнесли к матершине. Ну да, то есть за всю временную ленту они суммировались, что-то появлялось новое, что-то старое, что-то Да. табуировалось, что-то нет, и в итоге вот мы пришли к этому моменту. Но об этом попозже подведем уже, когда итог общий. Да, хотя они даже не входили в лексическую общность бранных слов. К ним относятся такие выражения, как глагол «пиздите», обозначавший издревле понятие пустословия или обмана. Ой, обманул. Ах ты, Пиздон. напиздел. Напизденыш, маленький врун. Напиздыш. А ну-ка, покажи дневник. Ах ты напиздишь. Папа, да у меня там пятерки. Тут страница вырвана. Пиздешь. Обозначавший издревле понятие пустословия или обмана, безбрачного проживания. Православные пастыри призывали людей избегать таких действий, называя их блудством или блядством. Интересно, что блядство и все другие слова похожего смысла в Древней Руси считались кощунством по отношению к матери, сырой земле. Опять это уже- возвращаемся к матери сырой Опять земле. все возвращаемся. Превыше всего мама святая, Да. земелька. Ходим все-таки, не падаем. Спасибо ей большое. А после воцарения христианства к матери Божьей земле. А, Таким образом, говорящий оскорблял свою маму и противника. Люди не знали, что можно придумать вместо ругательств и матерились вопреки церкви. Других слов народ придумывать не пожелал. Ну, Такой лексикон придумывать, ну алло. Все богато, все Та- свое так- есть, родное. Так, блять, хорошо. Все маты с истории собирали и собирали. Ну, Ты уже не представляешь, Тут даже, так чувак, современную эпоху вот, с какими-то новыми матами. взять так обломать такое культурное наследие, вот это кощунство. Да, согласен. Что касается слов на основе корня пист, интересный фактик. Пист? Пист. Есть Пист. индоевропейский корень пезд, М. означавший, Не, почти не Очень- отличились индоевропейцы. однако, Слямзили, но не сильно. означавший порчение воздуха, по-нашему пуканье. Ой. Ой-ой-ой. Простите. Воняет. Простите. В латинице слово «педис» означает «вошь», Я, как никто другой, знаю. что латынь. это
Вонючее насекомое. Ой, навоняло это Эх насекомое. ты, ё-моё, вонючее смердит-то насекомое. как, господи. Весь салон Ах ты, засрал. педис. Ах ты, Фу. пезд. Интересное послание из далекой в древности слова «мудо», означавшее изначально просто мужское яичко. Просто. А два это уже муди. Просто. Почти, Мудё. мой дорогой друг. Муди. Этот термин также состоял на окраине русско-славянской лексики. Ничего непристойного не обозначавшее. Отношение к слову изменилось, когда в русскую лексику через южнославянских купцов проникли пословицы, связавшие оба муди в единую цену. Два мудя нашли Вот так, друг опа, друга. и- Наконец-то всю жизнь. Всю жизнь как котятки. Потерялись. Два мудя. Мудья. Ты мой муденька. Муди. Нужно всегда иметь муди. Два сосуда. Одно огненное, а другое ледяное. Все должно быть сбалансировано. Какой смысл? Смысловая нагрузка дикая просто, феноменальная. Не, ну со стороны философии смысл можно придумать для всего. Хоть для мудей, огненное, опять же, и ледяное. Хоть для сыра, которого ты на завтрак каждый день крошишь. Философия широкое понятие. Это точно. Можно поговорить, кстати, про философию в Да. следующем подкасте. Да, обязательно обсудим. Очень такая вот научка, да. Многие... Сучка. Ну, продолжаем. Многие нелицеприятные слова и выражения на их основе проникли в славянскую культуру. Можно и теперь встретить много синонимов русских матерных слов в польском и венгерских языках. Ну, братья-славяне, хули. Кстати, мат использовала и церковь 17 века. Опа. Это Вот и накрыли, Это самое... Притончик-то и накрыли. так сказать, откуда корни идут. Грешочек за молодыми. Не все, конечно, богатые обороты матов в нашей стране, а зачастую описание женщины легкого поведения. Опа, По самое нашему- интересненькое. Проститутка. Вонючее насекомое, получается. Пест, получается... Получается вонючее насекомое. Поехали на Горького за Пест. Там такие песты. Там такие насекомые, о, муа. Воняет. Ё-моё, будь здоров. В итоге наши любимые слова постепенно переходили в разряд неупотребительных в хорошем обществе. Употреблять в диалекте хуи означало, что вы, дорогие мои, придерживаетесь оппозиционных взглядов и считаете, что персонали, стоящие при власти, недостойны такого высокого титула. Ну, то есть, все концентрировалось вокруг того, что это оскорбление власти, которая сейчас Да, за материшься, государством. материшься, соответственно, выражаешь недовольство к нынешней власти. Еще один фактик интересный. Заядлым любителем от души поматериться был Как никто раз таки иной, как Сашенька. наш друг Саня. Саня. Санька Пушкин, ну да. Саня. Саня матерился знатно. Все мы знаем его по прекрасным произведениям, но Достаточно легким к изучению, потому что рифма была волшебная. матерился... Никогда не надо было особо извиваться, каких-то сложных слогов не было. Очень все удобно, компактно, как вот для детей и писал в будущем, чтоб в школеньке на пятерочку с выражением. Всё как Чтобы- по маслу. От души нахуй. Да. Многие стихи Пушкина не были изданы из-за обилия матерных слов. Ну да, кстати, это его многие произведения табуированы. Нахуя тут стоят три березки, и мы с пацанами 3 хуя. Но чаще всего поэт писал, так сказать, на эмоциях, людям, которым испытывал неприязнь. Дантесище, пидорасище. О, так, это Натя, сука. такая гипербола максимальная пидорасище, не просто вот прям за его взял. Так и получилось, что в 19 веке все маты закрепляются как слова, оскорбляющие достоинство человека, что, собственно, присутствует и сейчас, согласись. В общем, начали и пришли к итоговой точке. да. В каком-то смысле. Собирали, и в итоге насобирали целая ведерочка матов. Современных, ну и, конечно же, к нашей эпохе, в которой мы сейчас живем. Ну что, акушатки,
Мы продолжаем Наш наш подкаст ясненько. Это был самый приятный перерыв в нашем подкасте. Я так отдохнул. Ой, вообще. Вы себе Сказка. вообще вы не представляете, Марсианка. как я отдохнул. Марсианка. Да. Ясненько. Продолжаем. Начали. Давай. Интересные фактики. Интересные фактики. Мы на самом деле уже подвигаемся к выводу. Но у нас есть еще интересные фактики. Туз в рукаве у нас всегда имеется, в запасике. Мы всегда Туз в можем... туалете имеется. Туз в туалете. Да, класс. Так. Русский язык стоит просто на третьем месте по количеству нецензурных слов в мире. На первом месте стоит английский язык, а на втором голландский. Казалось бы, русский мат это вам не щит и не фак. Да, Ну, эти видим, америкосы, что они умеют? у них вообще, на мой взгляд, Дурачки. то, что речь не богатая, достаточно зужная. Я когда начал Примитивная учить английский очень. язык, да, я понял, что это очень зауженная речь. То есть у нас Зауженная, как джинсы. скини речь. Скини, скейтбордисты, скейтборд-движение, деки. Да, Underground. да, чувак. Понимаешь? Наша речь, богатый русский язык, он всех перехлестнет, всех накроет. Всех своим благим матом просто наповал. Нос утрет. Там тебе и, блядь, и хрен, и хуй. Все, что хочешь. На любой вкус и Вонючие цвет. насекомые есть у нас в арсенале. Да, в рукаве точно. Как мы уже Подметил. разобрали, и пест, и пёст, и мудо, и все, что хочешь. Все, что хочешь. Давай, зачитывай. Все. Любое меню. Рассказывай, поведай нам интересные фактики. И второй фактик. В 1962 году Никита Сергеевич Хрущев побывал на выставке авангардского искусства и вынес свой вердикт. Картины говно, художники пидорасы. Оп! Где он еще раз был? Можешь повторить? Он был на выставке авангардного искусства. Авангард. Да. Такие интересные жанры. Ну, Хрущев сказал, да, пидорасы. Да может и сам Хрущев пидорас просто. О, да, советская власть, никто уже не... Всех можно оскорблять, все уже давно в земельке. Наверное, Брежнев был по пидораснее, чем По он. любви обильный. Сладкий, ё-моё. Какой? И еще фактик. Давай, расскажи-ка еще фактик. По Да, мнению интересно будет. По мнению психологов, мат помогает снять стресс. Но по статистике матом только для снятия стресса пользуются 20% россиян. Ну, как метод выговориться, знаешь, то есть поорать на зеркало, там, отодрать его словесно, конечно же. Не варик. Матершинами конкретными покрыть просто сверху донизу. То есть выговориться. Можно и выговорить. Да, то есть перечислить весь спектр матов, от блядь до хуй, в себе в зеркало и как бы Хуй. выпустить пар. Да. Ну, тебе лишь бы хуй, чувак. Да. Расслабиться, да ладно. Не лишь бы хуй, Ты да. классный, да. Все, да ладно. Отлично. Ну Закончили. всё, приплыли, жопу вмыли. Мыло. Вывод. Вывод, сочинение. Ёпта. Для каждого времени мат характеризуется по-своему. Как мы все уже поняли. Очень печально осознавать, что он дошел до нас именно в таком значении, как нечто негативное и некультурное. Да, вот это на самом деле очень Печально. потому что держава, как наша русская, с такой великой историей, великолепнейшей, одной из самых, наверное, величайших вообще во всей истории, незабываемых. Ну, богатая особенных, история, да. Богатой истории. Братья Славяне. И подходим к такому, что в итоге это плохо. То, что мат это что-то негативное, неприятное, оскорбительное. И весь Ну, спектр казалось бы, чё в описан. письке такого? Чё? Но если она становится Чё? хуем, то сразу негативный выплеск Всё. эмоций, аура нарушается и так Знаешь, далее. мы все больше, вот эти. наверное, про сексологов. На сексологов сейчас больше похожи. А у меня второе образование, А что сексолог, сексоголик, сексотрахательная машина. Да лишь бы с анатомией что-нибудь связано было. Да, чтоб костей побольше и всяких терминов. Латынь, да. Продолжаем. Однако, если бы мат не оскверняла РПЦ, неловко, но опять же, это факт.
и он был у простых людей в обиходе, то он потерял бы свою изюминку и эмоциональную нагрузку. Отчасти, можно сказать, крестьянам православным именно, ну, что ли, спасибо. Спорный очень вопрос. Почистили речь, то есть... Ну, точнее, затабуировали ее под одну копирку, что это плохо. Да. И это не есть хорошо в 21 веке. Как бы, ну, получается у нас спорная тема. А если вот представить, что все бы повернулось иначе, то бишь мат это также остался хороший смысл, никакого обзывательства, никаких негативных эмоций, а просто какие-либо орания деревенских на небо, как обычно, в соседнего села пришли пиздрики и давай, да, чё, клуб делить пополам. Все как всегда. Свадьба, это же хорошо было. Орали на небо. Да. Много орали. Свадьба это, да, решать вам. Как бы описали людям, что мат, то и неплохо, вроде бы как бы, но как бы и не надо обществу. Общество не поймет. В конце концов, выбор за вами. Материться или не материться. Да, ключевое слово, что выбор за каждым. Каждый решает для себя. Материться ему, Спасибо. сквернословить, Спасибо. или быть приемлемым гражданином. Спасибо, доктор. Или Олег. что-то между. Вы мне очень помогли. Кто-то матерится в Очень меру, помогли мне. а кто-то матерится как сапожник. Ну ладно. Ну, как наш друг Артур, Это например. выбор каждого. Да, Артур. Ну, ему хлебом не корми, да и матюкнуться. И все же, мы не советуем использовать мат, ну, может, в очень редких случаях. Когда вам вам действительно Это необходимо. плохо, когда вы хотите наиболее выразительно показать... Наиболее. Николай. Да. Когда вам необходима психологическая терапия, лучше. Не уплескивайте ее на людей, отойдите в стороночку и спокойненько От души обматерите камень или что под руку попадется. Снимите стрессик спокойненько, да. Но если мат используется на постоянке в речи, то это свидетельствует о небольшом словарном запасе человека. Мозг интересная вещь. Она удивительная вещь. Удивительная. Можно много говорить о мозге. Да. Но сейчас не про мозг, а то, что мозг использует такие речевые обороты, которые ему намного легче. Что и делает мат. А чаще всего, как мы знаем, мат является заменителем любых других слов. Вместо того, чтобы мозг подбирал нужные слова, думал, он использует мат, чтобы упростить себе работу. Соответственно. Да, то есть без каких-либо длинных разглагольствований, каких-либо оборотов сложных. Можно по-простому, по-русскому, так сказать, поматериться, все высказать, Да, выплеснуть пар и расслабиться. да, где-нибудь вне общества, я бы так сказал. Да. Да, потому что взаимоотношения между людьми, а особенно в обществе, это очень важно. Знаешь, иногда идешь, да, и там эти малолетки матерятся, думаешь, молодые, куда вам? Страну, куда? Кому оставить страну? Это же, наше будущее. Сказалось, куда вам? Вы сопли еще. 1 класс, 2 класс. Курят, матерятся. Страшно. Да. Упал уровень культуры И тут, значительно. это тут такой бэкстейдж, как мы матерились на протяжении 30 минут. Да, блядь. Сишку дайте. Да, бля. Вот. Поэтому выбор за каждым. Мат действительно, ну, интересная история мата у нас на Руси был. И табуированный был, и священный был. Был добрым и злым. Все Да, ипостаси перепробовал. многие добавляли мат. Вот. Но, в конце концов, грубо говоря, что имеем? А имеем... Чем богаты, тем и рады. Да. Поэтому, дорогие телезрители нашего канала, Будьте людьми. старайтесь все же меньше материться. Меньше материться. Не будьте как мы. Читайте книжки. Будьте людьми. Будьте людьми. И будьте образованней. А с вами были Арсений, Олег и наш оператор Андрей. Кудрявый. Нет, это вырежи. Просто брат Андрюха, брат. Братишка. Лучше наш. Братулет. Все сделал. У него монополия тут на власть. Мы не можем про него плохо говорить. Вот, поэтому спасибо, Андрей. Спасибо, Олег. Спасибо мне, наверное.
Это вы оцените своими лайками, подписками и колокольчиком.